Каково идеальное портфолио игровых криптовалют, которое может озолотить вас в 2024 году? Мы поговорим об этом, о сезоне альткоинов и еще о нескольких важных вещах, которые нужно иметь в виду. Начинаем прямо сейчас. Вы на Криптору, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про игровые криптовалюты, которые могут сделать вас богатыми. Не переключайтесь. Итак, все обсуждают сезон альткоинов, свои любимые игровые криптовалюты. Вопрос в том, из чего состоит идеальный портфель игровых криптовалют, который может принести вам огромную прибыль и имеет наибольший потенциал роста. Кроме того, действительно ли начинается сезон альткоинов? Ответ на второй вопрос. Некоторое время назад мы предсказали сезон альткоинов или мини-сезон альткоинов. Мы сделали это раньше, чем кто-то другой, используя пару Solana биткоин вместо тройки лидеров или пары биткоин эфириум, которые применяются другими. Так что мы своевременно перешли на альткоины. Будет ли это мини-сезон альткоинов или полномасштабный сезон альткоинов? Это выяснится позже. Но ясно одно: даже если это мини-сезон альткоинов или он прервется, то он все равно наступит, и игровые токены взлетят. С учетом сказанного, каким было бы идеальное портфолио игровых криптовалют, чтобы вы могли диверсифицировать доходы и получить максимально возможный результат? Потому что вы хотите разнообразия. Вы не желаете держать только одну монету, как XRP Army Maxis, будучи без рубашки и не имея возможности купить мороженое. Эй, чувак, ты состоишь в XRP Army? Думаешь, цена XRP достигнет 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч? Неважно, что ты думаешь. Так что же такое портфолио игровых криптовалют и как оно выглядит? По сути, у вас есть голубые фишки с высокой капитализацией, активы со средней капитализацией и с низкой капитализацией. Задача — фиксировать прибыль от низкой до средней капитализации и от средней до высокой капитализации и продавать верхнюю часть в конце бычьего рынка. Есть стратегии, как это сделать, но о ней мы поговорим в другом видео. Посмотрите ссылки в описании. У меня есть курсы и бесплатные вебинары, которые вы можете посмотреть. Прямо сейчас я разрабатываю потрясающий курс по криптовалютам, который доступен для предварительной продажи. Оставлю ссылку в описании и в комментариях. Итак, давайте наконец начнем. Во-первых, у нас есть голубая фишка в сфере игровых криптовалют — IMX. Если посмотреть на IMX на недельном графике, то можно увидеть, что поддержка была вот здесь, а сейчас цена повышается. Задача — пробить сопротивление на отметке 1,5. На месячном графике видно, что монета скоро побьет свой недавний максимум. На годовом графике цена тоже близка к рекордной. На графике за все время виден рост. В общем, если IMX пробьет 1,6, а я думаю, что пробьет, а потом пробьет 2,7, в этом диапазоне можно торговать, то будет прорыв и потенциал для огромного роста. Вы можете рассматривать Immutable X как голубую фишку среди игровых криптовалют. Имейте в виду, немногие говорят об этом, но вам также лучше владеть Solana, Avalanche и, возможно, Polygon. Причина в том, что как только игровые криптовалюты начнут расти в цене, то люди начнут искать игровые токены, которые еще не взлетели, и они будут искать другие сети. И эти сети идеально подходят для получения игровых токенов. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что я покажу вам криптожемчужину, которая еще не заработала, но у которой есть все необходимое. Потенциал совершать невероятные вещи. А еще я поделюсь 3 монетами, о которых никто не говорит. Гарантирую, они хорошо себя проявят. Далее у нас Axie Infinity. Да, я знаю, что это уже старая криптовалюта. Вокруг нее было много драмы. Но на дневном и недельном графиках цена поднимается. Только что она преодолела сопротивление. Она приближается к 6.31. И если она преодолеет эту отметку, то мы сможем увидеть диапазон 6.10 до 6.70. Вот здесь. Потенциал роста виден и на графике за все время. Достигнет ли цена исторического максимума? Не знаю. Другие игровые токены займут часть рынка. Многие люди хотят найти новые игровые токены. Они верят в новые токены, которые еще не взлетели. Считают, что старые игровые токены не достигнут рекордных высот и не преодолеют их.
Но это ложь. Некоторые сделают именно так. Я думаю, что у Axie Infinity есть потенциал. Но даже в этом случае зона сопротивления $71. И рост в 10 раз вполне возможен. Далее G-Fall или Games for a Living. Мы уже некоторое время обсуждаем этот игровой токен. Я все еще думаю, что ему предстоит большой путь. На еженедельном графике видно, что цена находится в этом диапазоне, близком к историческому максимуму. На месячном тоже. На годовом графике мы почти на вершине. А если посмотреть на чарты, то да, мы на вершине. Если G-Fall прорвется, то это будет прорыв в голубое небо. Отсутствие сопротивления и поиск цены. Она может подняться очень-очень высоко. Говоря о прорывах в голубое небо, представляю Мирия. Мирия сейчас ниже уровня поддержки. На месячном графике она держится очень хорошо. Возможно, немного снизится. На годовом графике видна огромная чашка с ручкой, о которой мы говорили. Или потенциальная чашка с ручкой, о которой мы говорили в предыдущем видео. Я думаю, что Мирия собирается повторно протестировать этот диапазон вот здесь. Так или иначе, пик вот здесь. Видимо, вот здесь относительно новый игровой токен достигнет своего пика. Я думаю, что он очень хорошо себя проявит. По крайней мере, потенциал Мирия стоит того, чтобы рискнуть. Я думаю, что с ней все будет хорошо. Далее у нас Decentraland или Sandbox. Можете выбрать любой из этих вариантов. Хоть они и относятся к метавселенным, но все равно связаны с играми. На дневном графике все хорошо. Посмотрим на недельный. Видно, что цена преодолела сопротивление здесь и идет на взлет. На месячном графике видны сопротивления на отметках 44 и 42 цента. Таков уровень сопротивления. А если цена пробьет 50 центов, то вот потенциал на годовом графике. Я думаю, что эта игровая цифровая монета будет успешной. Я думаю, цена дойдет до 80 центов, то есть вырастет в 2 раза. Перейдем к показателям за все время. Я думаю, что есть потенциал достичь исторического максимума в $5. Но если нет, то думаю, что цены 2.80 достигнет. И это даст нам большую прибыль. Еще раз. Можете выбрать Decentraland или Sandbox. Они конкуренты и должны начать расти и соревноваться, как только нарратив укрепится. Я уже объяснял, почему в других роликах. Я говорил, почему компаниям нужно участвовать. Но давайте продолжим этот ролик, потому что я не хочу тратить время. Хочу рассказать вам много важных вещей. Следующая монета — Val Converged, или PYR. Я думаю, что она совершит камбэк. Посмотрим на недельный график. Видно, что цена собирается протестировать этот диапазон и этот диапазон. И если произойдет прорыв, то все будет очень хорошо. Тут были обратная голова и плечи. А здесь форма буквы W. Выглядит оптимистично. На месячном графике видно, что надо преодолеть отметку в $7,5. Как только это случится, мы увидим, что у монеты потрясающий потенциал роста. Я считаю, что она попытается протестировать исторические максимумы. Но если нет, то, по крайней мере, она вырастет до $19, что означает 2-3-кратный рост. Однако я верю, что цена поднимется выше и достигнет небывалых высот. Посмотрим, что будет, когда игровой нарратив снова укрепится. На очереди у нас Nakamoto Games. Как видно, эта монета переходит на блокчейн Polygon. Помните, что мы говорили про другие блокчейны? Это хороший кандидат. На дневном графике формируется дно. А на недельном все выглядит довольно оптимистично. Тут случился прорыв. На месячном графике видно, что мы близки к историческим максимумам. Давайте проверим. Да, близки к максимуму за последнее время. Если преодолеем отметку в $1,5, то вырастем минимум до 5 или $6. И я верю, что преодолеем и эту отметку и прорвемся в голубое небо, когда игровой нарратив укрепится. Конечно, это более рискованная монета, но я думаю, что она хорошо себя проявит. Кстати, многие игровые криптовалюты, такие как G-Fall и Miria, отнимают долю рынка у Gala. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, Gala тоже должна быть в этом портфолио, но я не буду говорить о ней. Мы ее слишком много обсуждали. Далее у нас Verasity. Хорошо показывает себя на дневном графике. На недельном графике видно, что надо протестировать и преодолеть 0.0079. На месячном графике можно увидеть диапазон от 0.0079 до 0.0086.
И если сумеем реализовать этот потенциал роста, то я думаю, что сможем достичь вот этого диапазона 0.051. И да, сможем даже повторно протестировать исторические максимумы. Это старая монета. Люди хотят присоединиться к ней, потому что она дешевая. У нее есть какой-то свой нарратив. Но вообще лучше быстро забирать прибыль с этой монеты и переводить ее в другие игровые криптовалюты. Altura также есть в нашем портфолио игровых токенов. На еженедельном графике можно увидеть формирование дна или потенциальное формирование. На месячном графике цена находится близко к недавнему максимуму 0.069. Посмотрим, достигнет ли она этого уровня. Если пробьет его, то мы увидим потенциал роста. Думаю, она сможет подняться до 0.18. Да, есть потенциальный повторный тест цены на уровне 0.3, может даже 0.42. Altura находится на блокчейне Binance, что соответствует нашему рассказу о проникновении в другие блокчейны, о чем я говорил ранее. Так что Altura — отличный кандидат на попадание в криптопортфолио. А теперь продолжим и рассмотрим потенциально более интересные игровые токены. Вот Illuvium. Мы увидели подтверждение концепции и то, что он будет работать с игровым нарративом. Вот тут видны скачки роста. На недельном графике видно, что монета работает очень хорошо. На месячном графике цена близка к максимуму — 110. И если она пробьет эту отметку, то потенциал роста очень большой. Я думаю, что цена вырастет минимум до $668. Или в 6 раз больше. Но посмотрим, сможет ли она вырасти до рекорда за все время. Я действительно думаю, что Illuvium быстро взлетит, как, кстати, и UFO, в ходе сезона альткоинов, потенциального сезона альткоинов. Не этого, так следующего, когда игровой нарратив будет развиваться. Так что убедитесь, что в вашем портфолио есть Illuvium. А теперь у нас потенциальная игровая жемчужина, которую можно получить рано. Она называется GameSwift или G-Swift. На недельном графике она постоянно бьет рекорды. Это новый или относительно новый игровой токен. Виден некоторый рост здесь. Это люди, которые знают, что происходит. А тут случился прорыв. Прямо сейчас цена составляет около 30 центов. Если преодолеть ее, то случится прорыв в голубое небо. Я думаю, что случится такой же подъем, как здесь, а может и больше. Как видите, эта новая криптовалюта сломала поддержку. Сломала сопротивление еще в августе. Прямо сейчас она все еще растет. Мы на стадии прорыва в голубое небо прямо сейчас. Теоретически, мы на этапе прорыва в голубое небо, и он может произойти снова. Посмотрим, как это произойдет. Это потенциальная жемчужина. Это, конечно, рискованная монета, но маленькая позиция может принести вам большую пользу. А теперь я хочу поговорить о 3 игровых монетах, которые никто не обсуждает. Они вас поразят. Они могут принести очень хорошую прибыль. И эти 3 монеты — Fetch.ai, AGX и Wayot. Но, Пол, это же не игровые токены! Пол, это токены с ИИ, о чем ты говоришь? Это что, ошибка? Нет, это не ошибка. Выслушайте меня до конца. Если вы посмотрите мои видео, то узнаете, что я предсказываю множество секторов, множество вещей. Мы предсказываем сезон мемкоинов, сезон ИИ, используя складывание трендов. Складывание трендов — это когда вы берете тренд, другой тренд и добавляете к ним свои инновации. Это продукт складывания трендов. Это продукт складывания трендов. Я думаю, что следующим направлением в развитии индустрии будут игры с применением ИИ. Представьте игру, подобную The Sims, но с ИИ, где вы играете в роли бога. Или даже Populous, где вы буквально играете за бога. Но там еще есть ИИ. Там есть неигровые персонажи, использующие ИИ. И буквально управляете миром. Конечно, вам нужно быть примерно одного возраста со мной, чтобы помнить эту игру. Но я предвижу, что такая игра вернется. От другой компании, разумеется. И можно будет играть в бога с помощью ИИ. Думаю ли я, что это произойдет на бычьем рынке? Считаю ли я, что игры с ИИ будут доступны уже скоро? Нет, я так не думаю. Однако я считаю, что компании будут использовать это в своем маркетинге и дорожных картах. Это привлечет к ним внимание и поможет создать крутые игры. Вот вам прогноз от The Crypto Factor. В общем, вот такое криптопортфолио. Его нужно будет доработать. Мы все еще на ранних стадиях бычьего рынка.
Так что да, дорабатывать мы сможем. Сумеем адаптировать, добавить несколько монет, убрать несколько монет. Обязательно подпишись, чтобы быть в курсе событий и не пропускать ролики. Если вам интересно, как могло бы выглядеть идеальное общее криптопортфолио, посмотрите вот это видео. Вы не хотите его пропустить. Обязательно посмотрите. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Увидимся в следующем ролике. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Напишите в комментариях, что думаете про будущее игровых криптовалют. Пока!